Утро 11 дня. Мы с буханкой снова в строю, загружены. Отправляемся в Аибгу. Друзья, мы с УАЗиком снова в Аибге. Готовы с новыми силами продолжать бороться, строить. Организую себе ночную работу. У меня 2 лампочки есть, но маловато. Я тут с дома приволок остатки старых светильников. Сейчас из них быстренько соорудим себе подсветку. Пипец. Я взял 10 лампочек с не тем цоколем. Друзья, смотрите, готова первая страпила. И теперь понятно, почему такие дома называются А-фрейм. То есть дом-то треугольный, но страпила, смотрите, ровненькая буковка А. Завтра будем ставить. Вот так заканчивается сегодняшний день. 9 вечера, пора идти пить чай. Страпила А-фрейм готовы. Собственно, почему А-фрейм? Вот, страпила в виде буквы А собраны. Один фасад напилен, разложен. Осталось его закрепить. Завтра с утра мне нужно будет напилить еще один такой же фасад. И мы можем их ставить, пробовать. Главное, что погода дала. Завтра с обеда дождь. Вот если дождь начнется реально с обеда или после обеда, то завтра нас ждет большой день. Вообще, я прям... Класс. Меня, конечно, история с машиной очень сильно выбила из колеи. Я бы сегодня, пока ехал, так очень переживал, чтобы доехать, потому что вез много леса. Вот, и только, пожалуй, к вечеру, вот, поработав с деревом, с материалом, я зарядился опять позитивной энергией. И мы и горю, чтобы дальше делать. Вот я не знаю, почему. Я умею варить, работать с металлом, с железом. Но вот, когда работаешь с железом, я психологически, морально очень сильно устаю. Когда работаю с деревом, даже если устаешь физически, но морально такое воодушевление. Вот я не знаю почему, но вот у меня так. Что, друзья, доброе утро. Наш мега-челлендж, мега-строительный марафон продолжается. И вот на какой мы стадии сейчас. Это фронтон нашего дома. Да-да, вон там даже уже окошко видно. Это страпила. Значит, план на сегодня такой. Надо скрутить вот эту фронтон, который лежит на полу, напилить еще один такой же, собрать. И, в принципе, можно начинать их ставить. Сегодня наш дом может начать уже приобретать свои формы именно как дом. Я закрепил весь наш каркас. Чем мне нравится каркасное строительство, когда правильно все считаешь, все сходится и выглядит все, смотрите, все должно выглядеть красиво, эстетично. Доски не самого лучшего качества, конечно, но в принципе, если пилить аккуратно, вот смотрите,
Показываю меточку. Вот эта метка расчетная, там, где должен теоретически прийти угол. То есть, когда я все сложил, весь этот конструктор, сопоставил, раз, и уголок пришел миллиметр в миллиметр. Идеально. Ну, о чем это говорит? О том, что все-таки стоит считать в цифрах, ну, либо в формулах, либо я в 3D-программе рисую, рассчитываю до миллиметра все, и все это напиливаю именно по миллиметрам. Да, пиление происходит тоже плюс-минус полмиллиметра, оно всегда чуть-чуть есть косяки, доска чуть-чуть играет. Но если ты все в среднем напилил правильно, то в среднем все плюс-минус миллиметр сойдется, а для каркасного строительства это фу. Так, как выглядят мои чертежики? Я рисую сначала в 3D-программе, там все красиво, все это. Потом перерисовываю все равно вот такие примерно записи. То есть вот я пометил то, что я сделал. Вот, следующий фасад сейчас будем делать вот такой. Я обозначаю номера деталей и обозначаю в миллиметрах, сколько каких деталей нужно. Углы все посчитаны, то есть вот угол 63,5, угол 53,1. Я всегда все записываю до точных долей. Понятно, что 63,5 мы не отпилим. Мы отпилим либо 63, либо 64, ну то есть какое-то целое угловое значение. Но я хотя бы вижу, то есть, что мне нужно попасть между 63 и 64. Это важно. Он уже никуда не денется, он уже жестко стоит, все жестко закреплено, потому что фанера уже все держит, сдержит эту историю. Смотрите, помните, как долго я выставлял платформу, уровень выше, ниже, диагонали, все остальное. Вот если бы на этапе платформы мы что-то прощелкали, то сейчас по высоте или по геометрии, то сейчас эта история не сошлась бы. То есть я сейчас просто ставил, прикручивал, ставил, прикручивал. Я ничего не мерил сейчас. Оно априори ровно. Если низ ровный, вверх, если правильно отпилен, ставим, прикручиваем, все получается ровно.
история. Вот здесь должна быть усиливающая палка. Я думал, потом поставлю. А этот прогнула и надо чуть поднять. Сейчас мы ее немножко поддомкратим. Красота. Сегодня утром здесь была платформа, а теперь тут уже дом. Сегодня случилась магия. Магия каркасного строительства. На самом деле, каждый раз это выглядит очень круто. Не всегда получается это сделать прям вообще за день, как сегодня. Но это магия. Если правильно все посчитать, правильно все продумать, то каркасник строится вот так. Да, в нем еще херова туча дел и херова туча всего еще делать. Но это уже похоже на дом. Давайте зайдем внутрь, посмотрим. Это вход главный. Это будет здоровое окно. Здесь будет печь перед окном. Вот там наверху огромная охрененная кровать. Либо две кровати на одного. Ну, короче, мы в доме. Вот здесь я закрыл. Вот это временно закрыто. Здесь еще вот такой подиум будет вынос. Но сейчас закрыл, потому что дождь. Я сегодня дал жару. Аж самому.